Моя садовая сказка. Очень необычная игра, как для топ-2 в рейтинге новых игр Google Play. И ведь популярность к ней пришла только недавно. Она вышла уже как почти месяц. Имеет больше 1 миллиона скачиваний и оценка 4,8, кстати. Давайте погрузимся в атмосферу этой игры и посмотрим, что она из себя представляет. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Вломиться. Ага, это у нас сначала типа сюжета, это типа ее муж там с кем-то тусит. Я знаю то, что эта игра, ну, во-первых, она, как видите, в книжной ориентации. Я немножко такие игры недолюбию, но да ладно. Визуально она выглядит красиво, в чем я, честно говоря, и не сомневался. А что я знаю по геймплею, то, что это игра типа ферма про выращивание цветов, что-то типа того. Целевая аудитория в нее, честно, я не до конца понимаю, какая. Но давайте посмотрим, что у нас здесь за сюжет. Поиск предметов. Найдите притаившуюся любовницу. А, стоп, здесь такой геймплей даже будет. Я думал, что здесь будет только одно. О, нашли. И что? Куда этот сюжет нас заведет? Вот так вот у нас начинается история, и вот так вот нас, походу, на ферму и отправят. А вот теперь атмосфера резко изменилась, как и в целом обзор вообще всего происходящего. Ну, от третьего лица сверху. Все в таких вот мелких деталях, и нам нужно что? Ну, убирать. Ну, короче, классическое начало подобных игр. Антисептик, обычное одобрение, садовая земля и какая-то энергия. Все, мы выращиваем. Что сразу же хочу еще подметить, игра вообще не работает без интернета. Так, получилась у нас какая-то белая лилия. Стоп, а я не понял, а что я делал? Я не садил, а что я тогда делал? Ага, нам нужно вот так вот провести, выбрать и посадить. Как поливать? Ага, жмем сюда, жмем полить и теперь собрать. Все, экспа получено, цветочки получены. А что дальше нам с этим делать? Собрать белую лилию 4 раза. А, мы по квестикам вот таким вот двигаемся. Вот честно, я такое не люблю в играх. Когда у нас игра вся по своей сути чисто на квестах построена. Много косметических моментов, но я думаю, что здесь и много будет всякого донатного контента. Вот знаете, что я заметил, и честно говоря, я не ожидал подобного, у меня игра немножко пролагивает. То есть, как будто бы с какой-то задержкой действия происходит или что-то в этом роде, вот такой вот моментик есть. Я читал отзывы этой игры, изучал перед этой записью, и это довольно-таки распространенная проблема. От такой игры на самом деле такого не ожидаешь, тут как будто вопросы к разрабам. Так, новый цветок у нас открылся, а за что? Просто за то, что я по квестам где-то прошел? Ну, видимо, да. Но я думаю, квесты это не единственное условие, чтобы открывать новые цветы. А, начать выведение, вот что у нас это тогда было. Мы просто кликаем на вот эти 4 ингредиента, которые нам предлагает игра, и выводим новый цветок. А здесь всегда игра будет предлагать, или нам как-то самим нужно будет экспериментировать. Ну, это как будто бы я не узнаю. Кстати, здесь очень много социального контента я заметил. Типа, можно поделиться, типа, есть друзья. В начале игры вам требуется вход, я через Google Play сделал вход. Но здесь можно и через соцсети. Ну, короче, я думаю, вы понимаете, что это за игра из себя представляет. Таких игр как бы много. Но вот почему именно эта игра так залетела в рейтинге? Вот это как раз таки тот вопрос, из-за которого мы здесь и собрались. Сдаем какие-то квесты. Заказы жителей. Здесь как будто бы в целом игра полностью, ну ладно, не полностью, но очень во многом отбивает собственную инициативу игрока. Можно как бы что самому делать, но чтобы лучше продвигать прогресс игровой, все равно нужно двигаться по квестам. Вот это, кстати, одна из главных причин, почему я и не люблю подобные игры, где все у нас чисто базирует на квестах. Одно дело, если у тебя есть квесты, где типа ты можешь в любой момент их выполнить, но их выполнять в целом не обязательно, это чисто как дополнительный заработок или что-то типа того в игре. Но тут квесты это прям движущий прогресс элемент. О, стоп, так мы можем цветы еще прокачивать? А как это работает? В чем логика? А, прокачка у нас снижает время, за которое будет выращиваться этот цветок. Вот такого, честно, я не ожидал вообще. Я, по-моему, ни в одной игре такого не видел. В играх типа фермы. А я, кстати, любил позалипать фермы в свое время. О, настроечки, кстати, я не чекал. Ну, кстати, в настройках вообще ничего нету. Ничего, что стоит внимания. Быстрая посадка. Ага, быстрая посадка разблокируется свипом. А я задумался как раз таки, а нам обязательно на каждую грядку вот так вот прокликивать, чтобы выращивать. Да, вот такой вот моментик сразу же нам здесь подвезли. А, да, здесь еще есть и быстро полить. Но я думаю, вы понимаете, к чему все идет. Ну да, и конечно же быстрый сбор. Как же без этого? Кстати, а цветки у нас остались. У нас здесь пошел какой-то сбор композиции, типа букет. Ага, а готовую композицию мы выставляем на продажу. А, 2 раза у нас только цветок расцветает. Ну, по крайней мере, этот цветок. Это может быть для разных цветков по-разному.
Кстати, а цветки, я так понимаю, у меня бесконечные, или как? Белых лилий у меня 39, но они не расходуются, это просто мне показывает, сколько у меня есть, и я могу ими распоряжаться уже готовыми цветками. Но чтобы их садить, то я, походу, бесконечно могу. Главное, чтобы у меня цветок был разблокирован по прогрессии. Ага, так нам для прокачек еще что-то нужно. Вот каких-то 2 элемента. Я что-то не понимал, что это за элемент. Эссенция какая-то. О, история. А что это за история? Основной сюжет. Я могу перечитывать? Стоп, погодите, реально перечитывать могу сюжет? Нет, это у нас прогрессия и сундучок. Архив сюжетов. Не знаю, что это и как это работает, но если перечитывать, то это, какой-то плюсик. Опа! Выставка цветов, сменить наряд. Это на каком-то уровне. Ну да, и такой здесь есть контент. Наблюдать здесь за чем-то вообще нет смысла, то есть у нас вот эта девочка вообще ничего не делает. То есть игра, я думал, будет казаться какой-то живой, что что-то у нас будет происходить, но по факту вот здесь у нас двигаются облака, летит птичка. И что, все? Здесь у нас что-то еще плавает. Тут у нас водопадик, а девочка у нас... что-то там у нее крутится. Что-то она делает. Но все равно игра не выглядит какой-то прям очень живой. А что у меня так долго... это он так созрел выглядит. Блин, я сидел, ждал просто. Выводим желтую лилию. Она выводится у нас 1,5 минуты. Как я понимаю, в этой игре, как и в многих других подобных играх, чем дольше вы играете, чем дальше у вас прогрессия, тем больше вам будет требоваться времени на те или иные вещи. То есть сейчас у нас, допустим, выводится новый цветок 1,5 минуты, а дальше крутые какие-то цветки могут выводиться вообще час или больше. Это кто к нам пожаловал, кстати? Заказы, заказы клиентов. Нам нужно букет вот этот вот создать. Честно, по визуалу я пока что вообще ничего не запомнил. Какой цветок что значит. Так у нас авто здесь происходит. Да, это куда проще, чем казалось. Сдать заказ. Это как будто бы очевидный элемент. Кстати, а у нас цветки сразу растут, да? Так всегда будет разве? Я только поливаю, они сразу же вырастают. То есть здесь ожиданий нет. Но все равно это работает очень медленно. Вы как бы видите, как я медленно все это делаю. Это как будто бы нужно ускорить. Есть какой-то быстрый сбор, но для него нужно донатить, покупать випку, и непонятно, как он вообще реализован. Гильдия, друзья, кстати, есть внизу, я что-то на это как-то не сразу обратил внимание. Кстати, нет, динамика какая-то здесь есть, вот какая-то у нас барышня идет. Прикольно здесь реализован еще тот момент, что некоторые цветы у нас дают цветки несколько раз. Но, кстати, и у них как раз-таки есть время на ожидание урожая. Кстати, а по букетам у нас вообще, кстати, никакого нету разнообразия, по идее. Потому что у нас только 3 цветка, все, больше никаких. Блин, мы здесь создаем букеты, а потом нам еще отдельно нужно прокликивать, чтобы их поставить вот здесь типа на выставку. Это как будто плохо реализовано, нет? Стоп, выставить нам еще по одному нужно прокликивать. Такое ощущение, как будто бы разработчики как-то умышленно усложнили игру. То есть какие-то элементы можно было сделать куда быстрее, куда меньше кликов, чтобы на них потребовались, но нет. Или разрабы как-то сильно не выкупают, как это делать, в это я меньше, если честно, верю. Тем более, что у этих разрабов, если что, есть опыт игр в создании. Это их не первый проект. А нормально, кстати, что у меня делают заказы на цветок, которого у меня нет. Хотя, с другой стороны, он у меня сейчас выводится, но он еще минуту будет выводиться. Если честно, у меня скопилось очень много вопросов к игре. Во-первых, она, вроде примитивная, есть квестки, но с другой стороны, есть система вот здесь с заказами, можно собирать букеты, выводить новые цветы, садить, разнообразие в игре как бы присутствует. Но что мне очень сильно не понравилось, это слишком низкая динамика. То есть большая часть игры это буквально ничего не происходит, ты просто сидишь и делаешь одно и то же. Причем процесс еще искусственно замедленный, то есть то, что у нас очень много кликов нужно на той или иной процесс, то есть чтобы у нас собрать цветы, нужно вот так вот кликнуть, выбрать нужный цветок, потом кликнуть, чтобы полить, потом кликнуть, чтобы собрать. Причем 2 раза. Один раз на цветок, второй раз, чтобы кнопку собрать. И еще в этой игре есть очень много донат-элементов, и чем дольше мы будем играть, тем более игра будет зависима от этого доната. Я, как вам говорил в начале видео, я изучал отзывы об этой игре, поэтому, что касается оптимизации, этот момент я уже упоминал. Что касается доната, я тоже видел и заранее знал то, что здесь очень много есть жалоб как раз таки по поводу донат. И это, по сути, самая главная критика в сторону этой игры. Почему она, кстати, недоступна без интернета, я немножко не понял. Но, опять же, есть здесь социальный элемент, но много кому ли это интересно, типа взаимодействие с друзьями. Еще я видел то, что очень много жалоб, то, что слишком ограниченное количество друзей. То есть нужно удалять друзей, если ты хочешь нового добавлять, или что-то типа того. Но это, опять же, донат-элемент, потому что покупаешь випку, донатишь в игру на регулярной основе, и будет у тебя шире вот этот список друзей, которых ты можешь добавить, и все в этом роде. Короче, мне игра это не понравилась. Есть, опять же, лаги, есть низкая динамика, игра довольно-таки примитивная, скучная
скучная. Ну, в каком-то смысле это, возможно, и не мое. Тут я как бы тоже исключать не буду, но даже если все-таки нейтрально относиться, не субъективно, а объективно, то все равно здесь есть много моментов, которые плохо, конечно же, влияют на качество геймплея. И жалобы игроков, которые я уже вам озвучивал, которых довольно-таки много, это тому яркое подтверждение. Но больше всего меня волнует вопрос, а почему у игры такая высокая оценка? 4,8. Вот это действительно очень странно. Я ожидал куда большего от игры с такой огромной оценкой, вот честно. Ну а если вам есть что дополнить, можете написать об этом в комментариях, я буду рад почитать. Ну и надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успеха и надеюсь увидимся в следующих выпусках.